Не так давно мы с Иваном Владимировичем Давиденко сделали материал, в котором профессор предложил свою абсолютно сенсационную версию происхождения и назначения такого объекта под названием Стоунхендж. Вот сейчас мы идем дальше и попробуем разобраться со столь же сакральным и со столь же загадочным объектом под названием Мачу-Пикчу. Здравствуйте, уважаемый Игорь Владимирович. Разрешите мне вначале кратко напомнить существующие версии о так называемом затерянном городе инков. Сначала преамбула. Наверное, уже все население Земли знает и представляет, что в Перу на высоте примерно 2,5 километра в окружении горных кряжей, прошу сейчас заткнуть уши нежных женщин и несмышленых детей и извинить мою вольность. Ну и так в окружении гор со смешными для русского названиями Хуяна и Эль-Манда в 1611 году раскопали столицу затерянного мира. Кстати, мне вообще кажется очень конспирологичным частое употребление в этом регионе слов со связкой на 3 веселые буквы. Например, обратите внимание, по стране разбросаны Хуянка Велика, Хуянука, Хуян-Хуй, которые разбавлены всякими писаками и хули. Кстати, местные деликатесы, разве не прелесть? Жареная морская свинка – это хуй. А запивать ее надо виноградной водкой писка. И такие топонимы, кстати, по всей Западной и Южной Америке, а не только в Перу. Почему местные жители упорно и так мастерски матерились вполне по-русски, называя города и веси в этой недружелюбной, труднопроходимой местности, это, конечно, отдельная тема. Поэтому вернемся к нашим ламам. Итак, Мачу-Пикчу. Это целый комплекс археологических групп. В настоящее время он насчитывает примерно 30 групп. Постоянно увеличивается в результате новых исследований, открытий. Существует множество предположений, гипотез, но до сих пор достоверно неизвестно абсолютно, когда он возник, этот город, и кем он был основан. Просто нет документов, поэтому и достоверно неизвестно. Давайте рассмотрим возможные версии этого события. Самая распространенная версия, назовем ее версией номер 1, что затерянный город построил инка Пачакути или Пачакутек в 15 веке. Вообще, в принципе, инки считали, что самые красивые пейзажи, подаренные природой, они наделяются сверхъестественной силой. И в этом отношении Мачу-Пикчу был идеальным мистическим местом, где встречаются небо и земля. И выбрали его, собственно говоря, именно поэтому и для того, чтобы быть как можно ближе к Солнцу и ежечасно служить своему верховному божеству. Индейцы Кечева, кстати, называют это место пуп земли до сих пор. И восторженные туристы, попадая сюда, чувствуют сильнейшую энергетику этого места. Особенно восторженные туристки, некоторые дамочки, даже такое сознание около этого места силы и в этом месте силы около некоторых алтарей. Вот такой смешной факт. Не знаю, падают ли они от жары и горняшки или от действительно соприкосновения с местом силы. Кто знает и кто докажет. Шутка. Итак, версия номер 2. Вот эти каменные сооружения Мачу-Пикчу, эти мегалитические стены, были творениями представителей доисторической цивилизации. Там гигантов, атлантов, лемурийцев. То ли там храм
все построили эти лемурийцы, то ли военную крепость, даже не суть важно. Но иначе вообще, в принципе, как объяснить наличие вот этих гигантских монолитов в этом месте, вот таком труднопроходимом, где ни альпака не проползет, там ни муравьед не просочится. Дорог нет, кругом километровые пропасти, а этих вот 150-тонных строительных блоков вокруг, там, как грязи после селя. Да еще подогнаны они, кстати говоря, так друг к другу, что даже если вырвать листик из учебника истории и попытаться всунуть в щель между этими блоками, нифига не получится. Ну, точно как в Египте, да, вообще по всему миру. На то они гиганты. Между прочим, был такой персонаж Гарсиласа де ла Вега, якобы сын инкской принцессы и испанского аристократа. Вот он написал такой труд под названием «Подлинные комментарии об истории государства инков». И в нем он рассказывает, как уже в исторические времена некий правитель хотел повторить достижения своих предшественников и приказал перенести лишь один громадный блок в другое место, чтобы добавить его уже к существующим сооружениям. Более 2000 индейцев тащили этот камень, однако закончилось все тем, что этот камень упал в обрыв, задавив 300 человек. Вот так вот все очень злодейски закончилось. Ну, так что теперь есть сомневающиеся в том, что вот эти вот строители были, ну, скорее всего, там, как минимум гигантами, а в идеале лемурийцами. Опять шутка. Ну, идем дальше. Версия номер 4. Собирая материалы к фильму, натыкаюсь на статью гражданки Ивановой «Порталы в мир богов», в которой рассказывается об одной из величайших тайн Мачу-Пикчу. Мол, есть тут небольшой вырубленный в скале храм в этом Мачу-Пикчу. Стены его украшены изображениями 16-конечных звезд. Кто создал этот храм, абсолютно неизвестно. Никто не может дать на это ответ, поскольку он существовал задолго до появления инков. И когда последних хранителей, посвященных секретные знания инков, спросили, что же это за крошечные, вырубленные в стене звездочки, те ответили, что они обозначают места, где когда-то находились звездные врата или тоннели между мирами. Инки также называли эти врата местом, откуда приходили боги. Опять же, хочется задать вопрос автору с фамилией, больше похожей на защитный псевдоним. Откуда вы, уважаемые, вообще в принципе взяли эти сведения, если нет ни одного документа той эпохи ни от инков, ни от испанцев? Ладно, не буду спрашивать, потому что, похоже, уже поздно. Примерно лет 10 назад перуанский инструктор-альпинист, такой вот Хосе Луис Дельгадо Мамани, в горной гряде Хуюмарка на юге Перу, в месте, которое местные жители называют местом, где покоится город богов, впервые открыл местонахождение подобных врат. И местные жители до сих пор верят, что за ними находится один из легендарных хрустальных городов 4-го измерения. Вот вы представляете себе, Игорь Владимирович, продвинутых индейцев, знающих, что такое 4-е измерение? Вы знаете, что это такое? Да, вот. А кечу легко. Мало того, они конкретные. Врата эти имеют высоту и ширину по 7 метров, а в центре их основания есть ниша в виде арки высотой до 2 метров. Существует вообще, в принципе, предание, что однажды как бы наступит момент, и в предначертанный час откроются сияющие ворота, а неземной хрустальный город явится в нашем мире. Согласно легенде, во времена империи инков великие герои и лучшие воины, желавшие присоединиться к своим богам и получавшие на это особое разрешение, через эти ворота бессмертия уходили в вечную жизнь. А между мирами существуют тоннели, через которые посвященные свободно могут переходить из одного измерения в другое. Инкам, кстати, это только лишь охрану предлагает осуществлять этих звездных врат. Однако, когда собираемся
отправляться в подобный тоннель, друзья, не забываем прихватить хрустальные черепа. Идем далее. И давайте вспомним, что очень волнует общественность. До сих пор неразрешенная загадка, почему обезлюдил Мачу-Пикчу, какова была истинная причина этого странного явления. Исследователи отвергают гипотезу о внешнем вторжении. Ни следов насилия, ни пожаров, ни разрушений они не обнаружили. Но отсюда вот есть несколько версий. Одна из основных – это как бы предположение о том, что жители оставили свой город в наказание за бесчестие, нанесенное одной из священных Дев Солнца. Вот по свидетельству того же Гарсиласа де ла Вега, которого я уже упоминал, насилие над священной девой каралось смертью виновного, смертью всех его родственников, смертью соседей и даже всей общины. Вдобавок на оскверненной земле уже нельзя было жить даже животным. Как они это контролировали, не совсем мне понятно. То есть, ну, всех вырезали подчистую, и альпак, и муравьедов, я так понимаю. Ну, поэтому, наверное, остатки несчастных разгромленных жителей все побросали в благоустроенное жилье и сбежали на побережье, добровольно стали жить в болотах, каяться там за нашкодивших испанских конкистадоров, а это вроде бы они надругались над священной девой. Оставшихся инских весталок, я так понимаю, начали пользовать уже по назначению, простите за грубость, через терник звездам веры, как говорится. Кстати, да, забыл озвучить самую любимую историками версию происхождения затерянного города. Назовем ее версией номер 5. Это вот как раз про этих жриц Солнца. На местном наречии они звались Мама Кунас. И как бы Мачу-Пикчу это был такой типичный женский монастырь, где девственницы блюли свою честь. Там вот среди отрогов гор вот с этими неприличными названиями. Ну и отдавались, очевидно, только солнышку. Идея, кстати говоря, родилась после того, как первооткрыватель комплекса с масонским именем Хирам раскопал тут где-то 150, по-моему, женских мумий, всего лишь 20 мужских. Ну, что еще можно предложить из таких любопытных версий, почему обезлюдил Мачу-Пикчу? Ну, есть такая версия, что это произошло из-за эпидемий. Эпидемии чумы, эпидемии оспы, может быть, даже эпидемии сифилиса, потому что концентрация женского пола на квадратном метре была слишком высока. Вот, например, читаем отчет Хирама нашего Бенхема, то есть этого перуанского Картера, и видим, что в гробнице верховного жреца, как назвал ее сам Бенхем, хранились останки женщины, болевшей сифилисом, а также останки маленькой собачки, несколько керамических предметов, 2 вертела и шерстяная одежда. Вы только вдумайтесь, Игорь Владимирович, верховный жрец – это банальная сифилитичная дама с собачкой. Ну вот примерно в таком, в основном восторженном ключе человечество знакомится и пишет об этом городе-фантоме. А в 1683 году город был объявлен достоянием всемирного наследия ЮНЕСКО и даже чуть позже уверенно победил в мировом голосовании новое чудо света, 8-е чудо света. Мне кажется, что вот это развязывает нам руки и позволяет не только вспоминать чужие невероятные версии, связанные с Мачу-Пикчу, но и выдвигает свои. Игорь Владимирович, прошу вас.